Привет всем, кто смотрит это видео. Спасибо всем, кто подписался на мой канал и тем, кто еще в будущем подпишется. Для меня очень важно найти единомышленников в моих увлечениях, в моих хобби. Это парфюмерия, а также любители сериалов, возможно, которые любят обсуждать сериалы, говорить о них. И я на своем канале делюсь своим мнением о каких-то интересных, классных сериалах, которые я посмотрела. А также парфюмерия — это тоже последние несколько лет я этим увлекаюсь, и тоже будет интересно услышать и ваше мнение, вашу обратную связь на эту тему. Сегодня я расскажу об одном сериале, который я долгое время обходила стороной и почему-то не смотрела. Хотя он мне очень часто попадался в рекомендациях и в каких-то подборках интересных новых сериалов попадался, но почему-то я думала, что он мне не понравится. Потом я расскажу также об ароматах, которые тоже мне изначально не нравились, но потом все закончилось тем, что я купила флакон или остаток во флаконе. В общем, надеюсь, вам будет интересно. Оставайтесь со мной и посмотрите это видео по возможности до конца. Итак, речь пойдет сегодня о сериале «Шершни». Это сериал 2021 года, но я его посмотрела где-то, я начала его смотреть спустя год после того, как он вышел, примерно, это в 2022 году. Я скажу о том, почему я его не смотрела. Не смотрела я его, потому что, когда я читала описание этого сериала, то там было указано о том, что это история о подростках. Ну и о том, что эта история тоже о выживании в экстремальных условиях. Ну, в первую очередь, например, почему-то мне сериалы о выживании казалось, что они все будут какие-то однообразные, все похожие один на другой. Такие истории обычно обхожу стороной. А также то, что там было сказано, что это сериал о подростках. И, допустим, тема подростков, как уже для меня не актуальна, да, в моем взрослом возрасте. Вот, поэтому этот сериал я как-то обходила стороной. А потом в какой-то момент, наверное, я уже не помню почему, то ли уже все-таки нечего было смотреть, то в момент не нашлось чего-то более отвечающего моим интересам. О чем же этот сериал? Это сериал о том, как подростки, ну, вернее, это 16-17 лет, я так себе думаю, это женская команда по футболу. Они попали в авиакатастрофу в лесах Канады, где-то в районе Великих озер Северной Америки. Если вы знаете немного географию, то вы представляете какое-то огромное пространство, которое... Ну, то есть, если попал самолет в катастрофу в этом месте, то там добраться до каких-то городов будет очень-очень тяжело и вообще невозможно. В общем, это футбольная команда, девчонки молодые и там несколько парней попадают вот в этот лес, где они остаются в изоляции, они не могут нигде найти помощь, в общем, их там рация не работает, пилоты погибают, в общем, нет у них никакой надежды выбраться. Сериал рассказывает о том, как меняются их личности, попадая в эту экстремальную обстановку. Какими могут быть люди, попадая в необычные условия. Ну вот первая тема, да, на первый взгляд такая. Вообще там повествование колеблется между двумя временами. Первое – это вот то, что я сейчас рассказала, это их подростковый возраст и то, как они попали в эти суровые условия. Следующая тема – это то, что уже прошло 20 лет после того, как они спаслись из этой страшной ситуации, и они уже взрослые женщины, там у кого-то семья, у кого-то еще что-то, в общем. И им начинают приходить открытки с угрозами раскрыть страшную тайну о том, что произошло 20 лет назад. Ну, естественно, уже тут становится интересно, что же это за тайна, которую они скрывали об их нахождении в этом канадском лесу. И таким образом дается завязка повествованию. И мы наблюдаем временами наблюдаем за тем, что происходит в их взрослой жизни, как они пытаются найти шантажиста, и какие перипетии, какие приключения с этим будут связаны, и к чему они в итоге придут. И временами мы наблюдаем за тем, автор нас отсылает в прошлое и показывает то, что происходило 20 лет назад, когда они попали
вот в эти непроходимые чащи, в этот лес. И там также вступают в игру какие-то сверхъестественные силы, живущие в данном лесу. И да, вот эта вот мистическая составляющая сериала тоже дает такой интересный импульс повествованию, в том плане, что до конца непонятно нам изначально, да, вот в первом сезоне непонятно до конца, есть ли вообще это мистическое, или же это просто мы наблюдаем за какими-то фантазиями девушек и, возможно, их нездоровыми наклонностями или какими-то их личными отношениями. Одна из девушек становится кем-то вроде медиума или оракула, который связывается с потусторонними силами, обитающими в лесу. Они находят хижину, небольшой домик, в котором тоже есть намеки на пребывание каких-то представителей религиозного культа. Очень интересно наблюдать за этими событиями. И, конечно, я не пожалела о том, что начала смотреть этот сериал. Он также, насколько я знаю, продлен на 3-й сезон, так как в конце 2-го сезона там открытый финал, там еще история не дошла до своего логического завершения, так как сам сериал является психологической драмой, такой его жанр определен, поэтому... Ну, а также это триллер, конечно же, без сомнения, это триллер. Актерский состав, хочу отметить отдельно, там играет Мелани Лински, которую мы знаем по сериалу, я, по крайней мере, знаю по сериалу «Почему женщины убивают», такой один из популярнейших сериалов-триллеров, а также по сериалу, если кто-то видел, был сериал, назывался «Кэнди». Потом был 2-й сериал тоже по сюжету про Кэнди Монгомери, которая убила свою соседку и подругу из-за любовной драмы. Вот в этом сериале, где играла одна из сестер Олсен, также играла Мелани Лински. Вот по этим сериалам я ее хорошо помню, и мне нравится, как она играет. Также играет Кристина Ричи. Мы знаем ее по сериалу, прежде всего, «Семейка Адамсов», в котором она в детстве еще сыграла, ну и множество других фильмов и сериалов, тоже с ее участием, очень популярных. А также Джульетт Льюис, тоже я сейчас просто знаю, что мне ее лицо хорошо знакомо, но не могу сказать конкретно, по каким фильмам, сериалам оно мне знакомо. Поэтому актерский состав здесь очень достойный, профессиональный, и просто одно удовольствие наблюдать за их игрой. Как я уже сказала, действие этого сериала происходит в 2 временах, скажем так, и в 2 локациях. Несмотря на то, что есть вот эти переходы, да, какие-то перескакивания с одного времени на другое, но в этом сериале не создается какого-то впечатления непоследовательности. В принципе, сюжет так составлен, да, сценарий так профессионально выписан, что не создается впечатление какого-то диссонанса, какого-то непонимания происходящих событий. В принципе, все происходит достаточно последовательно. Все события выстроены в какую-то логическую цепочку. Поэтому с точки зрения сценария и сюжета тоже только положительные отзывы. Перейдем к парфюмкам, которые я не полюбила с первого затеста. Что пробников и от Левантов я много покупала достаточно, пока была еще возможность. Но далеко не на все я начинала искать какие-то варианты покупки флакона. Вот. Большинство из них, конечно, так и осталось на уровне просто от Левантика. Итак, начнем с Insolence Guerlain. Этот парфюм я попробовала в туалетной воде, у меня был от Левантик, вот он до сих пор у меня уже пустой, но до сих пор его храню. Он отличается от парфюмированной воды, он более фруктовый, но почему я его возненавидела? А я его реально возненавидела сразу, потому что мне показалась тут нота какой-то такой химической малины, абсолютно вот такая искусственная, химозная, в общем, ужаснейшая. Я думала, что просто как можно было создать такой парфюм, чтобы вот так отвратительно пах. Вот настолько каким-то дихлофосом он мне казался, настолько казался неприятным.
что я вот уже не помню, может быть, я даже на кожу его сразу и не нанесла. Вообще не поняла его красоты. И думаю, также ж много на него положительных отзывов, как он может людям вообще нравиться. Это же просто какой-то отрава от комаров, от мышей, непонятно от кого. Ну вот прошло, наверное, не знаю, год, наверное, у меня был этот отливантик валялся. Я как-то иногда к нему возвращалась, чтобы убедиться, ну, так ли он еще отвратителен, как и прежде. И в какой-то момент, это было весной, я нанесла его, или понюхала, или нанесла, уже не помню. Но и тогда он мне раскрылся какой-то такой вот красивой, вот этой пудровой составляющей, такой красивой фруктовой пудрой, цветочной, ирис, фиалка, вот это все в сочетании с вот этими фруктовыми нотами на старте. И тогда я вот поняла, насколько он прекрасный. Но именно в туалетной воде он мне понравился. Тогда я начала искать варианты, как мне купить хотя бы остаток во флаконе. Посмотрела, какие есть в продаже там на OLX. Попался мне остаток во флаконе за небольшую цену. Вот этот вот. Но это парфюмированная вода. Ну, я же, как обычно, думаю, вот я тогда еще так не понимала, что есть такая разница между туалетной и парфюмированной. Я не думала, что может быть разница именно в звучании, в нотах. Я думала, что просто по насыщенности будет он немножко другим. По стойкости будет более плотненьким. Ну, вот. Дело в том, что, да, я его купила, я носила его, мне он тоже нравится, но все-таки вот этих фруктов, как в туалетной воде, вот тут мне не хватает вот этой малинки. Тут ее меньше, она такая более как бы припыленная, она тут более такая вот все-таки в пудру уходит, а там более свежая вот эта малинка, поэтому все-таки я предпочитаю туалетную воду, но как бы я уже поняла, в чем состоит прелесть и красота этого парфюма. И уже второй аромат это Mon Guerlain Floral, версия Floral. Значит, ну, такая история, тут, конечно, ненависти такой не было у меня к нему, но когда я получила отливантик тоже, я так его понюхала, и среди других как-то, ну, просто мне показался каким-то обычным сладковатым парфюмом, в общем, в стиле там, не знаю, Saint-Laurent, Black Opium, в общем, ну что-то вот в этой серии, как бы вот один из многих, не показался мне каким-то оригинальным, в общем, очередная какая-то сладкая конфетка. Ну и все, тоже я там иногда возвращалась, перенюхивала эти свои отливантики, да, и тоже как-то, и тоже довольно-таки много прошло времени, тоже, наверное, не меньше года, пока вот я поняла его тоже уникальность какую-то, вот эта нота лаванды, наверное, когда я вот разнюхала, что здесь есть вот эта лаванда на старте. Она, в принципе, прослеживается, наверное, на всем протяжении звучания аромата. Когда вот я поняла, что вот эта лаванда на сладкой подложке, и она такая вот свеженькая. Вот эта вот игра нот, когда я это все прочувствовала, вот тогда только я полюбила этот аромат. И теперь я тоже хочу, чтобы он всегда у меня был. Я, конечно, просто прелестный аромат. Да, вот это именно сочетание свежести, такой несколько брутальности лаванды, да, в сочетании со сладостью, с цветочностью, с бобами тонко. Это просто тоже, можно сказать, одно из моих ароматных я. Это замечательный такой осенний, зимний аромат. Плотный, насыщенный, шлейфовый. Один из моих любимчиков на холодное время года. Вот. Ну, следующий аромат это Mugler, вот этот вот, как он называется, господи, Innocent, да, вначале, насколько я понимаю, он был в линейке ангелов мюглеровских, потом он стал самостоятельным ароматом, уже слово ангел ушло из его названия, и в нем, конечно, прослеживается ДНК ангела, вот эта сахарность, сладость, этилмальтол, есть здесь все эти составляющие, но здесь добавлен, похоже, что лист черной смородины и вот эта вот свежесть, как будто эти листья уже растерты в руках, вот знаете, вот этот прям сок с них уже стекает, вот что-то такое, какая-то зеленая нота. И вот она в сочетании с этой сладостью дает какой-то, вот при первом затесте мне это показалось каким-то очень странным ароматом, каким-то непонятным для меня. Вот эта вот свежесть со сладостью, вот она настолько меня дико раздражала. Я когда как-то на себя его попробовала нанести, то я проходила там, не знаю, наверное, полдня или день в этом аромате. Вечером у меня заболела голова. И вот такой он был для меня какой-то, ну, тяжелый вот в восприятии, тяжелый в носке, что я просто
Я продолжала к нему подходы, да, делать, продолжала его тестировать. В итоге, да, в итоге вот это вот то, что меня очень сильно напрягало, как-то это ушло. И в какой-то момент я еще тоже его и на маму наносить пробовала. И вот когда я вот с маминой кожи тоже его ощутила, то он настолько красиво, вот со стороны именно он красиво шлейфит, красиво раскрывается. Вот, возможно, его нужно просто наносить очень дозированно на себя, для того, чтобы он не душил. Потому что вот он это может сделать, если переборщить. Плюс то, что он не банальный, вот он не похож ни на что, можно сказать. Вот в нем есть своя какая-то изюминка. То, что обычный ангел, он, конечно, он просто такой вот сладкий, вот в своем роде тоже уникальный. А вот этот, он мало того, что содержит и часть в себе от ангела, вот эту уникальность его нот, и плюс еще вот эту свежинку, которая еще добавляет ему, наверное, какого-то своего такого индивидуального какого-то момента. В общем, очень такой необычный, не банальный аромат. Теперь Самсара. Самсара — это тоже Герлен. У нас, видите, тут много ароматов. Вот 3 аромата получается от Герлен. Я думаю, что это не потому, что это какой-то для меня нелюбимый парфюмерный бренд, а наоборот. Я это объясняю тем, что все-таки эти ароматы, они очень многогранные. И их надо наносить обязательно на кожу и ждать раскрытия аромата, базу аромата. То есть тут первые ноты могут быть очень обманчивы. То, что вот Самсара, например, тоже мне в первых нотах показался вот из Отливанта, показался таким каким-то тоже резким, лакокрасочным. И ну, просто каким-то вот таким где-то в стиле ретро ароматом показался, ну, обычным каким-то ретро ароматом. Потом тоже как-то делала к нему подходы, наносила на кожу. Тоже вот в весенний период он раскрылся красивыми пудровыми цветами. Иланг, такой сливочный сандал, вот эта древесность, эти пудровые цветы на древесной подложке. В общем, красиво раскрылся именно весной, когда и в природе вот эти цветы все распускаются, то этот аромат очень как-то резонирует. Хотя я его и в любое время года, ну кроме лета, возможно, осенью, зимой тоже ношу. Но больше всего мне нравится он весной. Тоже вот как-то от какого-то непонимания и ощущения какой-то банальности, неинтересности вот пришло к тому, что я купила целый флакон, но это 30 мл, но для меня это уже много, потому что мало какие ароматы я флаконивала. Этот аромат, я знаю, не является слишком популярным на ютубе, и тоже многие его не понимают. Ну вот как-то так. И последний аромат — это миниатюра Courage in Blue от марки Courage. Тоже это я купила на барахолке, там никто его не купил, хотя это довольно-таки редкий экземпляр. Я думала, что он, может быть, у кого-то был когда-то, думала, что все-таки кто-то его, может быть, купит по старой памяти, но почему-то этого не случилось. Я, когда делала к нему подходы, тоже так нюхала. Вот тут даже при закрытом флаконе так сильно ощущается аромат, настолько вот он насыщенный, настолько, хотя это туалетная вода, но на это флакон старого выпуска. Я думаю, что лет 15 ему точно, а то и все 20 есть. Прекрасный аромат. Тоже я когда его просто нюхала, да, там вот из флакона, он мне казался каким-то, ну, жутко каким-то ретровым, вообще таким бабушкиным сундучком. Казался похожим, вот знаете, в духе вот этих Мажи Нуар, вот этих всех Giacomo Silence. Вот в таком вот духе он мне казался. Он и есть в этом направлении аромат, но просто он, вы знаете, более такой сладковатый. Вот если брать эти ароматы, то они более холодные. Giacomo и Мажи Нуар, они более холодные. Все-таки более такие вот мшистые. Этот аромат, он тоже, по-моему, с дубовым мхом, с альдегидами, с бархатцами. Вот эта нота бархатцев тут отчетливо ощущается. И, ну, как и пишут в интернете, что он пахнет дорогим французским мылом. Это действительно так. В этом есть доля истины, конечно же. Он напоминает. Но в нем такая вот цветочность красивая. Вот это, кроме бархатцев, здесь и роза, по-моему, и еще много разных. Тут очень богатая пирамида, как у всех ароматов тех лет. Интересный аромат. Вот мне нравятся именно такие вот интересные, не банальные,
Вот он не похож ни на какие современные ароматы. Тоже вот он достаточно уникален в своем роде. Наверное, по направлению, можно сказать, схож с пятеркой. Это одно направление, но это совершенно все-таки разные ароматы. Поэтому вот за его уникальность я его люблю, обожаю. И, в общем, такие вот ароматы, которые не полюбились с первого затеста, но потом оказались интересными, прекрасными, ну, к которым нужен подход, нужно понимать их. Ну и, как оказывается, по видео в интернете я понимаю, что да, не все к этому приходят, потому что, ну, насколько я знаю, и инсоленс такой противоречивый, который люблю, ненавижу, да, и самсара тоже из такой категории, которые люди или любят, или ненавидят. Ну, на этом у меня все. Всем хорошего дня желаю, хорошего настроения и пока-пока.